Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Омской области сделали основу горки из кладбищенской земли, на которой заметны элементы венков и искусственных цветов, торчащие из насыпанного вала. Местная администрация сообщила, что гора образовалась после уборки территории кладбища, и предназначена она будет для подъема-спуска лыжни, а не для ледяной горки. Что буржую уважение к каким-то там мертвым, когда, взяв для горки землю с местного кладбища, можно неплохо сэкономить. В России собираются ввести новый вид социального страхования по уходу за пожилыми людьми от 60 лет. В связи с этим с зарплаты трудоспособного населения планируется взимать на 1% больше взносов, чем сейчас. То есть на социальные нужды взносы составят 3,9% вместо нынешних 2,9%. Очередной красивый предлог для очередного повышения нагрузки на наши с тобой, товарищ, кошельки. Другое дело, что процент этот, как всегда, по пути растеряется и осядет в кошельках буржуазных чиновников. Кизильские медики готовятся к итальянской забастовке. С 1 сентября этого года Центральная районная больница перешла на новую систему оплаты труда. Фельдшеры скорой помощи, получив зарплату в октябре и ноябре, поняли, что обещанный эффективный контракт эффективен для кого угодно, но только не для них. Работая на 1,5-2 ставки, фельдшеры скорой помощи стали получать на 2-3 тысячи меньше. Вот так вот рыночек порешал, как всегда, в свою пользу, а не в пользу рядовых граждан страны. Один вопрос: а кто лечить страну будет с такими зарплатами? Частные доктора? Только вот беда, позволить даже консультацию у них трудящиеся зачастую не способны. После того, как депутаты Нижегородской гордумы на прошлом пленарном заседании приняли документ, позволяющий им получать бюджетные деньги за полеты бизнес-классом, поездки в вагонах СВ и даже за получение виз в загранпаспорта, народные избранники получили резкое общественное осуждение. На этом фоне были разработаны поправки в положение, устанавливающее некоторые ограничения, которые в корне дело не поменяли. Типичный чиновник капиталистической России только и живет тем, как бы все больше своих расходов осуществлять за счет обычных граждан. Сволочная натура налицо, но иных чиновников и желать глупо пристроя, где деньги важнее всего. По расчетным данным Минэкономики, половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки 50% и выше. Этот показатель рассчитывается из ежемесячного дохода людей, отдаваемого на откуп капиталу. В 2018 году в этой группе было на 8% заемщиков меньше. Пока в реальности наблюдается все большее закабаление россиян. В планы министерства входит значительное сокращение этой доли граждан с высоким ПДН на 10% пунктов ежегодно. Интересен министерский подход для достижения этой цели, который состоит не в повышении реальных доходов населения, развитии сокращающихся производств и социальных благ, а всего лишь возможности вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредита, то есть имитация деятельности буржуазной власти налицо. Председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут. Верховные представители буржуазной власти продолжают глумиться над большинством населения России, будто бы и не было глобальной отмены советских льгот, мошеннически названных монетизацией, не было и пенсионной реформы или других уничтоженных завоеваний социализма. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.